Bob. I'm an alcoholic. Меня зовут Боб, я алкоголик. Seemed to happen to me over and over again as I relapsed. Одно из вещей, которое повторялось снова и снова, я постоянно срывался. Is that even though I could change the towns and the jobs and the places, даже если я мог поменять города, места и работы, emotionally I would get backed into a corner that was very much the same. Эмоционально я постоянно себя возвращал в такое состояние, на одно и то же состояние, которое приводило меня к срыву. And I had no idea what was happening to me. У меня не было никакого представления, что на самом деле со мной происходит. When I finally started to do the fourth step out of the book, когда я наконец-то начал делать четвертый шаг, как у нас написано в книге, it changed me so dramatically. I've never been the same. Это изменило меня так драматически меня изменило, что с того момента я уже никогда не был таким же человеком. And what we're going to talk about tonight, то, о чем мы будем говорить сегодня, my great hope is that some of you will find that there might be more here for you. Моя большая надежда, что кто-то из вас увидит, что может быть в этом четвертом шаге для вас что-то больше есть, than what you found so far. Чем то, что вы нашли до сегодняшнего дня. I find that there's always more here for me. То, что я нахожу, что в книге у нас я постоянно нахожу новое сокровище для себя. Spiritual growth is like walking towards the horizon. Духовный рост это примерно так, как идти в сторону горизонта. You can walk and walk and walk and walk. Можешь идти. And the horizon is still way out. И горизонт всегда вдали. It doesn't mean you haven't come a long way. Но это не означает, что вы не прошли большое расстояние. The fourth step was one of the most confusing things to me. Четвертый шаг был один из самых запутанных вещей для меня. When I got sober in 1978, there was not a clear consciousness in the fellowship of the big book. Когда я это сделал в 1978 году, в сообществе там не было четкого какого-то соглашения по концепту синей книги. So we tried to figure out what to do. И мы пытались выяснить, как это делать. We didn't follow the direction. На самом деле то, что мы не делали, мы не следовали того, что написано в синей книге. And we were figuring it out with our own mind. Мы пытались это все выяснить своими собственными головами. Not good. Нехороший путь. When I was 4 years sober, когда мне было 4 года трезвости, I was suffering from alcoholism. I was in depression. Я страдал от алкоголизма в глубокой депрессии. And I finally went back and I did the fourth step as it's outlined in the book. Я в конце концов вернулся в книгу и сделал четвертый шаг именно так, как написано в синей книге. Prior to that, in my first 4 years, I'd done 2 fourth steps, but not in the book. До этого, до этих первых 4 года трезвости, я сделал четвертый шаг 2 раза, но не из синей книги. The first one was about 40 written pages of everything I was ashamed of and all my secrets. Первый был, это я примерно 40 страниц написал, все, чего я стыдился, все мои секреты. I shared those secrets with another person. Я поделился этими секретами с другим человеком. And nothing changed. И ничего не изменилось. The second one, I used the book, the 12 Steps and 12 Traditions. Второй четвертый шаг я делал, использовал книгу 12 на 12. I answered the 30-some questions in that chapter. Я ответил на 30 с чем-то вопросов, которые в этой главе. Plus, I wrote about a page on each of the 7 deadly sins listed in that chapter. И плюс я написал по листу на каждый 7 смертных грехов. And once again, nothing changed. И ничего не изменилось. I was still suffering from depression. Я все еще страдал от депрессии. Feelings of not fitting. Ощущение, что я не в своей тарелке. I was very judgmental. Я очень всех осуждал. I was self-righteous. Я был, как себя считал святым. I had no real close, intimate friends. У меня не было близких друзей. And I was going to 15 to 20 meetings a week. Я ходил на 15-20 собраний в неделю. With many service commitments. И очень много служений. But nothing was in here was different. Но внутри ничего не менялось. It was almost as if I was trying to outrun my alcoholism, my activity. Было такое ощущение, что я пытаюсь просто бежать впереди своей болезни.
тем, что я делаю очень много служений и много телодвижений в сообществе. And as a result of listening to a Joe and Charlie workshop, и в результате того, что я послушал Джо и Чарли, работав по книге, and sitting down with one of my sponsees and helping him to do the fourth step out of the big book, which I had never done. И в результате того, что я сел с одним из своих спонсируемых и начал с ним делать четвертый шаг, как у нас написано в большой книге, I learned how to do a fourth step in helping a man do a fourth step. я понял, как делать четвертый шаг, помогать другому человеку делать четвертый шаг. The Hindus say that the student doesn't learn the lesson until he becomes the teacher. Хинду, или как они говорят, что ученик никогда не выучит урок, пока он не начнет учить. So, at a little over 4 years sober, I sat down and I followed what it said in the book exactly. В 4 года трезвости я сел, и конкретно то, что написано здесь в книге, именно так я начал это делать. The big book breaks the inventory into 3 sections. Синяя книга разбивает инвентаризацию на 3 части. Resentment, the number one offender. Злоба, враг номер 1. Fear, which is the driving force in our lives. Страх — это та сила, которая заставляет нас двигаться, делать движение в нашей жизни. And our sex conduct, which creates a secret life. И сексуальное поведение, которое создает секретную жизнь. So I started with resentment. Естественно, я начал со злобы и обиды. A couple things that the book says that's important. Несколько вещей, которые книга говорит, очень важны. It says that the inventory is a fact-finding and a fact-facing process. Книга говорит, что это процесс. Я пытаюсь найти, как это у нас написано в книжке. Ладно, я буду просто переводить и не зачитать. Это процесс нахождения фактов и процесс, когда мы смотрим фактам в глаза, в лицо. An effort to discover the truth. Так, практически есть... Так, это 4-й шаг. An effort to discover the truth. Ладно, это усилие, когда мы пытаемся найти истину. In my first 2 inventories, I did not find or face any facts about me or discover any truth. В первой 2 инвентаризации, которые я делал, я не нашел никаких, я не посмотрел никакие факты, не посмотрел никаким фактам в лица и не узнал истины по поводу себя. There was no change in perception. У меня не изменилось никакого взгляда на вещи. My relationship with the world was still the same. Мои взаимоотношения с миром были все такими же, как были раньше. When I did the 4th step that we're going to start talking about, it changed all of that. Но когда я сделал 4-й шаг, который мы сейчас будем описать, это изменило полностью все. So, in the resentment section, it asks us to do 6 things. В инвентаризации по злобам обиде нас просят сделать 6 вещей. 4 of them involve writing. 4 из этих вещей это включает в себя писать что-то нужно. One is a very important, vital realization that shifts our consciousness. Одно из очень важное понимание, реализация, которая изменяет наше сознание. And one of the things we do is a prayer. И одно из вещей, которые мы делаем, это молитва. The first thing it says is that we list the people, institutions, and principles with whom we were angry. Первым просит нас составить список лиц, учреждений, общих принципов, на которых мы злились. Some of us don't like to admit that we were angry because it means that maybe we were weak enough that someone got to us. Некоторые из нас не любят признаваться, что мы вообще злые, потому что если я злюсь на какого человека, это означает показывать мою слабость, что кто-то мог до меня все-таки доколупаться, добраться. So for the guys that I sponsor that have a hard time admitting that people hurt them, I have to come at them from the side. И для тех ребят, которые не хотят признавать, что их другие люди цепляли, сделали им больно, мне нужно зайти с другого фланга. Sometimes guys will say, well, I don't have resentment. Иногда ребята говорят, у меня нету злобы и обиды.
So I'll tell them to list all the stupid people. Поэтому я просто говорю, хорошо, напиши список всех тупых людей. It makes a long list. Длинный лист для них сразу. I'll ask them to list the people they feel smugly superior to. Или просто сделай мне список людей, на которых ты чувствуешь себя, что ты немножко лучше, чем они. I'll have them list the people that should have made amends to them. И напиши список людей, которые ты думаешь, люди, которые должны были бы сделать 9-й шаг по отношению к тебе, возместить ущерб по отношению к тебе. The people that were wrong. Люди, которые были неправы просто. And so we make these lists of everyone we're in conflict with. И мы делаем этот список всех людей, с которыми у нас конфликт. Everyone we built cases against. Всех людей, с которыми у нас как что-то у нас не так, какие-то неполадки в отношениях. And that is on the first column on the left-hand side. И это первая колонка слева. There's 3 columns listed in the book. 3 колонки у нас написано, показано в книжке. The first column on the left is who. Первая колонка слева это кто? Who am I angry at? На кого я злюсь? The second column is the cause. It's why. Вторая это причина, ответ на вопрос почему. All the examples in the big book are very short bullet points. Все примеры в большой книге, они очень коротенькие, просто как цитаты. That's important. Это важно. The tendency for the alcoholic mind is to write so much. Тенденция алкоголического разума написать очень много. That when you read it to your sponsor, что когда ты уже начинаешь читать это своему спонсору, he says, "I'm going to get the guys together and we're going to go over to their house in the middle of the night and set this right." Who says that? The sponsor. We have to explain it to him. That's why we should. То есть я пишу это в такой степени для того, чтобы когда я сочинение пишу, чтобы когда я уже зачитываю это своему спонсору, я хочу убедиться, что спонсор, когда ему все это сюда читает, он скажет: да, ты прав, берем пацанов, идем к этому гаду и просто мы с ним разберемся. Now that would be good sponsorship. Но это был очень хороший спонсор, правда? I've never had that kind of sponsorship. Но у меня, к сожалению, такого спонсора не было. My sponsorship always tells me I'm wrong. Мое спонсорство, которое у меня, мне постоянно говорят, что я не прав. So without justification, without rationalization, bullet points. Без оправданий, без каких-либо умозаключений, просто цитатами. Just the facts. Просто факты. The third thing we do, третья вещь, которую мы делаем, is we look at what aspects of self were hurt. Мы смотрим, какие аспекты моего эго им была причина боль, threatened, или они были напуганы, injured, раны были причинены, interfered with or affected, которые мне мешали или просто они как-то повлияли на мое эго. And the book uses all 5 of those terms to see if you can hit what aspects of self. И это 5 этих терминов, которые у нас в третьей колонке есть, они все как было зацеплено мое эго. You don't have to it's just not difficult. It lists them all in the book. Это не сложно, потому что тут все они третья колоночка, все эти 5 выборов, они здесь все написаны. Now, it would seem with the first 3 things that we're re-victimizing ourselves on paper. Такое ощущение, что первые 3 вещи, которые мы делаем, первые 3 колонки, такое ощущение, что мы еще больше себя считаем, что мы какие-то жертвы. But this is necessary in order to dismantle the judgments of the ego. Но это нужно сделать для того, чтобы разобрать по частям эти осуждения, которые делает мое эго на всех остальных людей. So we have our cases built on these people. То есть мы уже эти 3 колонки, мы на каждого человека выстроили, создали дело, завели дело на них. In the courtrooms of the U.S. and Great Britain, they have what is called a prosecuting attorney. По крайней мере в Штатах и в Англии у них в суде у них есть прокурор, который сторона обвинения. His job is to convict the person that is wrong and set them for punishment. Их задача это обвинить человека и убедиться, что они будут наказаны. Isn't that what we have done with these people? И мы примерно то же самое сделали в этих 3 колонках, сказали, что они не правы. I've taken the position of a prosecuting attorney. Я взял позицию прокурора и начал их обвинять. The whole next page of the book
reiterates a point over and over again. Следующая страница 4-го шага, она повторяет одно и то же заключение снова и снова. That we must be free of these resentments, they're going to kill us. Она говорит только об том, что мы должны освободиться от этой злобы и обиды, иначе она нас просто убьет. They consume our minds. Они просто поглощают наш разум. They cut us off from any spirit in life. Она отрезает нас от любого духовного общения в этой жизни. They make it impossible to love or be loved. Они делают так, что мы не можем любить, и нас не могут любить. And they hold us hostage up in our minds where we have conversations with these people over and over again. Но нас держит как пленниками в нашем разуме эта злоба и обида, потому что мы постоянно находимся в этих разговорах с этими людьми, у которых у нас злоба и обида. So the book says we must be free of these resentments. Книга говорит, что мы должны быть освобождены от этой злобы и обиды. And then it says we can't wish them away any more than alcohol. А потом говорит, что, к сожалению, ты не можешь взять и желать, сделать так, чтобы они ушли, точно так же, как ты не можешь просто пожелать, чтобы алкоголя у тебя не было в жизни. That is very true. Это очень правда. The knowledge that I have them. Знание того, что у меня есть злоба и обида. And the knowledge that having them is making me sick. И знание, что имея их, это делает меня больным. Does not make them go away. Это не делает то, что они взяли и ушли, эти злоба и обида. Even though I can intend to get rid and let go of them, it's like flypaper. It's stuck. Даже если я хочу, чтобы они от меня ушли, осознаю, это все равно как изолента, прилипшая к руке, ты ее трусишь, но она никогда все равно не забрасывается. So what do we do? И поэтому вопрос, что мы на самом деле будем делать с этим. The fourth thing the book asks us to do is to make a realization. Четвертая вещь, которую большая книга нас просит сделать, это осознание, прийти к состоянию осознания. It says this was our course. Написано, таков был наш путь. And it's asking me to make a realization. Она просит меня, чтобы я пришел к осознанию. A realization is not an intellectual understanding. Осознание – это не интеллектуальное заключение. It is deep within here. Это должно произойти в глубине в моем сердце. In step 1 in chapter 3 it says we had to fully concede to our innermost selves. В третьей главе большой книги говорится, что мы должны внутри нас глубоко признать и принять. And this is where this realization то, что мы алкоголики. Must be made. И именно в этом же месте должно прийти это внутреннее осознание. It is very important to make this. Мне, естественно, это очень важно, чтобы это произошло. The realization that must be made is in two parts. Осознание, которое должно произойти, оно состоит из двух частей. The first thing it says that we must realize is that the people who harmed us were spiritually sick. Первая реализация сознания должна произойти, что люди, которые нам причинили вред, они, возможно, духовно больны. That is an easy concession, even for egomaniacs. Это легко к этому осознанию прийти, даже если ты эгоманьяк, признать, что другие люди больны. They're sick. They're stupid, and someone should put them out of their misery. Они больные, они тупые, кто-то должен их просто пожалеть их и пристрелить. But that's not all that it says. Но это не все, что там написано. After it gets me to realize that these people are perhaps sick. После того, как меня просят, чтобы это внутреннее осознание, что они, возможно, духовно больны. It says to me, even though I do not like their symptoms. Даже если, несмотря на то, что мне, может, не нравятся их симптомы, их болезни. And I think to myself, what symptoms? Я говорю, какие болезни, какие симптомы? The things listed in column number 2. Те вещи, которые мы написали во второй колонке. If their spirit had been alive and awake and healthy, and they'd been one with me and one with God, they wouldn't have done what they did in column number 2. Если бы они были духовно пробуждены в хорошем духовном состоянии, в единстве с Богом, в единстве со мной в духе, то вторую колонку это никогда бы не произошло. So the things I list that they did wrong in column number 2 are the symptoms. То есть те вещи, которые они делали во второй колонке, это просто симптомы их болезни. Of someone who's not right with themselves or right with the universe. Симптомы человека, который не находится в мире с этой вселенной и самим собой. They're very spiritually sick. Они очень духовно, просто в духе больны. And then it says the second thing. It says even though I
I did not like their symptoms and the way they disturbed us, which is column number 3. И написано, дальше написано, что хотя нам не нравились симптомы, как это нас задевало, это как раз говорится о третьей колонке, that I must realize that they are like me. Я должен осознать, что они такие же, как и я. Spiritually sick. Духовно больны. This is not the position of a well person looking down on a spiritual, not a sick person. Это не позиция больного, здорового, духовно здорового человека, который смотрит на кого-то больного человека. This is one sick person looking right across evenly the table at another sick person just like them. Это состояние, когда больной человек на уровне как бы равного смотрит на другого больного человека. In other words, they're asking me to get honest enough with myself. То, что они просят меня, чтобы я достаточно был честен сам с собой, to see myself in these people, увидеть себя в этих людях, to understand that if I was afraid like they were afraid, понять, что если бы я был напуган так, как они напуганы, if I'd been abused or hurt as they were abused or hurt, если бы мне причинили столько боли и страданий, как им, возможно, причиняли эту боль и страдания, because hurt people will hurt people, потому что когда людям причиняют боль, они в ответ причиняют боль другим людям. That if I had their experience, I could have easily done to someone else what they had done to me. Если бы у меня был такой же опыт жизненный, который у них, страданий, то я, возможно, вел бы себя точно так же. This is where I started to realize I didn't hate the person, I hated what they had done. Это тот момент, когда я начал осознавать, что у меня нету ненависти к человеку, у меня есть ненависть к тому, что этот человек сделал по отношению ко мне. This is where I began to have a little bit of compassion. Это то место, которое начал чуть-чуть иметь это сострадание к человеку. As I started to see that the things that drove them, когда начал видеть те вещи, которые заставляют их действовать так, как они действуют. They also drove me. А эти же вещи заставляют меня действовать неправильно. That a lot of the things that I had done that I was ashamed of were not much different than what they did. Много вещей, которые я сделал в своей жизни, о которых мне стыдно, я сожалею, они такие же вещи, которые эти люди совершали. I was starting to be able to wake up to their pain. Я начал просыпаться к той боли, в которой они находятся, начал ее видеть. This is not about right and wrong. Это мы не говорим о том, что правильно или неправильно. This is about growing in understanding. Все, что мы делаем, мы растем в понимании. And ultimately effectiveness. И в конце концов растем в понимании, потому что для того, чтобы прийти к эффективности. When I start to see myself in them, I start to understand them. Когда я начинаю видеть себя в этих людях, я начинаю их понимать. Over 20 years ago, примерно 20 лет тому назад, I was listening to a man that I sponsored Fifth Step. Я принимал пятый шаг одного человека, которого я спонсировал. He got to his worst resentment was for his father. Он подошел к своему самому большому злобе обиде по отношению к своему отцу. His father was a terrible alcoholic. Его отец был ужасным алкоголиком. His father was very angry and rageful. Его отец был очень злой и в гневе ярости жил. His father was very violent. Очень жестоким, физически жестоким был человеком. As a poor child, he was beaten and beaten and beaten. Как маленький, будучи маленьким ребенком, его постоянно избивали. His father broke his bones. Его отец ломал ему кости. He ended up in the hospital emergency room many times. Он был в больнице скорой помощи много раз. Where he would lie to the doctors about falling out of a tree. Где он врал врачам, что он просто падал с дерева. Or wrecking his bicycle. Или на велосипеде с велосипеда упал. Because he was ashamed. Потому что ему было стыдно. Of what happened at home. Что происходило дома. This was a resentment that owned his life. Это было злоба, обида, которая контролировала его жизнь. He had to create a whole secret life at school because he didn't want anybody to know what went on at home. Ему нужно было в школе создать новую секретную жизнь для того, чтобы покрывать ту жизнь, которая на самом деле происходила у него дома. He could never let his friends come to his house. Он никогда не разрешал своим друзьям приходить к ним домой.
He's an adult 30 years later. 30 лет спустя взрослый человек. And this resentment still owns him. И эта злоба обида до сих пор контролирует его. He spent 8 years in therapy. Он провел 8 лет в терапии. Working with psychiatrists. Работая с психиатрами. And he could not get free. И он не мог освободиться. And here we are, in the middle of a fifth step. И здесь мы находимся с ним в середине пятого шага. And I knew that he had a hard time getting over this. Я знал, что ему очень тяжело это все отпустить. So I picked another book up, the 12 Steps and 12 Traditions. Я взял нашу другую книгу, 12 шагов, 12 традиций. I read him a passage in there from step 10. И я прочитал ему одну цитату из 10-го шага. Where Bill expands on the principle from This Is Our Course. Где Билл как бы более полно описывает, вот каким был наш путь. He says in there that as we grow in love and tolerance, как мы растем в нашей любви и терпимости, we start to realize that all people, мы начинаем понимать, что все люди, like ourselves, как мы сами, are frequently wrong as well as emotionally ill. Очень часто неправы, точно так же, как очень часто эмоционально больны. And we start to realize that we're all just suffering from the pains of growing up in this world. И мы все страдаем от боли, как того, как мы растем в этой жизни. He looked at me after reading that with a blank look. Он после того, как я это прочитал, на меня посмотрел просто таким пустым взглядом. Like I was speaking a foreign language. Как будто я разговаривал на другом языке. I went back to the big book. Я вернулся к синей книге. I read This Was Our Course to him. И написал, вот таким был наш путь. I said to him that he must realize that he is like his father, sick. Я ему сказал, что ты должен осознать, что ты так же болен, как твой отец. When he heard me imply that he was like his father, he got very angry. Когда он услышал, что я каким-то образом пытаюсь намекнуть, что он такой же, как его отец, он стал очень злым. And he started ranting and raving about how he's not like his father. His father's a goddamn animal. И он начал просто орать и объяснять и повторять, какой ужасный зверем был его отец, что он не такой, как он. And he ranted angrily for several minutes. И несколько минут он просто в ярости объяснял это. I didn't know what to do. Я не знал, что делать. I thought to myself, well, the book says we're supposed to look at these things from an entirely different angle. Evidently, he's not prepared to do that. Я не знал, что делать. В нашей книжке написано, что мы должны быть готовы посмотреть на все это с другого угла. И он явно как-то не хотел с другой стороны как-то смотреть на эту ситуацию. So I didn't know what to do, so I just told him to go on with the next resentment. И поэтому я не знал, что делать, но я ему сказал, чтобы он продолжал со следующими злобой и обидой. He starts to talk about the next resentment. И он начинает говорить по поводу следующей злобы и обиды. And I can't hear him. Я не могу его слышать. Because all of a sudden an idea is cooking inside of me. Уже какая-то идея постоянно как-то во мне рождается. And I think what was happening was not of me, it was through me, from God. Я верю в то, что происходило не от меня, а через меня, от Бога. Because I'm not this smart. Потому что я не такой умный. I said to him, let's go back to another resentment that we covered at the beginning. Я сказал, давай вернемся к другой злобе и обиде, о которой мы в самом начале говорили. At first, he got a little defensive, like I think he suspected I wanted him to talk more about his father. Сначала он когда насторожился, потому что он подозревал, что он что опять вот стал говорить об его отце. I said, no, not your father at all. Не, мы не о твоем отце будем говорить. The woman that you lived with for many years. Женщина, с которой ты жил много лет. That you resented because she eventually threw you out after all those years. Женщина, которой ты обижался, был зол, потому что она тебя выбросила из дома, потому что ты бухал постоянно. I said to him, there were children in that household, were there not? Я ему спрашивал, в том доме были дети, правильно? He said yes. Да. I asked him, was there ever a time when you were drunk or stoned on drugs or hungover
that you may have ever done anything to hurt those kids. Говорит, ты когда был пьяный или под наркотиками, или с бодуна, что ты делал что-то такое, что причинял вред этим детям. It looked like all the blood drained out of his face. Такое ощущение, что вся кровь из его лица просто отхлынула. He put his head down. Он напустил свою голову. And I don't know what is happening with him. Я не знаю, что на самом деле с ним происходит. After a few moments, he lifts his head up and he has a tear on one eye. Через несколько секунд поднимает свою голову, в одном глазе у него слеза. And he could barely speak. И он практически не мог говорить. In a very choked and pained whisper. И в очень болезненном и шепотом он сказал. He said, I'm just like my goddamn father. Я точно такой же, как и мой хренов отец. I said to him, how did you feel about yourself when you hurt those kids? Я говорю, как ты себя чувствовал, когда ты причинял боль этим детям? He said after a moment, I guess I couldn't stay drunk enough. Говорит, я не мог достаточно напиться. I said, do you think your father might be like that? Ты думаешь, может, твой отец был примерно таким же? He said, I don't know. I haven't seen my father in many years. I will have nothing to do with him. I hate him so much. Говорит, я не знаю. Я не видел своего отца очень много лет, и я его просто ненавижу. There was only one person in his family that still talked to his father. Был только один человек, который все еще продолжал разговаривать с его отцом. And that was his sister. Это была его сестра. And his sister had told him that his father now had liver damage and pancreatitis. И сестра ему говорила, что у его отца проблемы с печенью и у него гепатит. Нет, панкреатит. And even though he wanted to drink, his body would not metabolize alcohol. И даже, хотя его отец хотел продолжать пить, его организм просто не мог переваривать алкоголь. And he was physically forced into a state of abstinence. И он физически был вынужден оставаться в этом состоянии абстиненции. And his sister said he was the most depressed, lonely, negative person she'd ever met. И сестра говорила, что она один из самых депрессивных, одиноких и страдающих людей, которые она видела когда-то. At one point he told me that his father may be a vision of his future without Alcoholics Anonymous. He told me that his father's life could be a vision of his future without AA. И он однажды ему спонсирование говорил, что та жизнь, которую живет отец, это одиночество, боль, депрессия, это видение, какая бы у него была жизнь, если бы не было в его жизни. The fifth thing that the book asks us to do is to say a prayer. Пятая вещь, которая нас в четвертом шаге, нас книга просит сделать, это молитва. And like most good prayers, и как большинство хороших молитв, it is a call for action on our part. Это зов к действиям нашей жизни. I'm asking God to help me to show this person. Я прошу Бога, чтобы Он показал мне, чтобы Он мне помог показать этому человеку. To act towards this person. Чтобы я действовал по отношению к этому человеку. With the same tolerance. С той же терпимостью. Pity and patience. С той же состраданием и жалостью. That I would cheerfully and которым я с радостью показал бы это все больному другу. If I can do the realization, and this was our course. Если я могу прийти к этому осознанию, I can see the pain that drove them. Я могу увидеть эту боль, которая заставляла этого человека действовать, так он действовал. And I wake up to the fact that I don't hate that person. I hate the sickness that encompasses and drives them. Я проснусь к тому пониманию, осознанию, что это не человек это делал, а то, что у него в жизни происходило, те вещи, которые происходили в жизни, заставляли его действовать тем способом, то, что он делал. Then this becomes a very honest prayer. Потом тогда это уже начинается действительно честная молитва. Шестая вещь, последняя вещь, которую мы делаем после молитвы. It says, referring to our list again. Возвращаясь к нашему списку снова. First three columns. К нашим первым трем колонкам. Putting out of our minds the wrongs they had done. Откладывая в сторону все плохое, что эти люди сделали по отношению к нам. We resolutely look for our own mistakes. Мы сознательно начинаем смотреть на наши собственные ошибки. It says we disregard the other person involved entirely. Мы вообще не берем во внимание то, что сделал другой человек. This is not
about looking for our part. Это не процесс, там, где я смотрю, какая часть этого процесса была моей виной. It's about looking at our own selfishness. Это процесс, когда я смотрю на свой собственный эгоизм, Our own dishonesty. мою собственную нечестность, Our own self-seeking. мое собственное искание самого And our себя, own fear мой собственный страх in this relationship. в этих отношениях. Completely disregarding anything that they had done wrong. Абсолютно не беря во внимание то, что сделал этот человек. All my life I've had Всю свою жизнь у меня была способность спрятать свою жестокость, свою месть и ненависть по отношению к вам, смотря только на то, в чем были неправы вы. But what would it be like if I really did this, what it says in the book? Что бы действительно произошло, если бы я действительно сделал то, что написано в этой книге? And I couldn't hide my behavior behind what you did wrong. Я уже не мог прятать свое поведение за стеной того, что сделали вы. Я уже не мог прятаться за тем, что мой отец и моя мать делали. To justify what I had done. Оправдать то, что я делал. And all of a sudden my parents looked different to me. И внезапно мои родители по-другому начали выглядеть для меня. I was ashamed of my mistake. И мне было стыдно за мои ошибки. And I used to hide them. I could point at what they did wrong and how imperfect they were. Я обычно прятался и как бы обвинял их, пальцем на них тыкал, в чем они были неправы. And now Alcoholics Anonymous is asking me to stop it. И сейчас анонимные алкоголики просят меня, чтобы я это остановил. And to grow up. Чтобы я просто вырос. And take the responsibility. Повзрослел и просто взял на себя ответственность for my behavior. За мое поведение. Когда мой друг как бы начал откладывать в сторону то, что сделал его отец по отношению к нему, действительно начал просто смотреть на свое поведение. He realized that he'd used his father's sickness and sick behavior to justify terrible things. Он осознал, что он использовал поведение своего отца для того, чтобы оправдать свое ужасное поведение. He used his father's guilt over the years to borrow thousands and thousands of dollars and never paid any of it back. Он использовал чувство вины своего отца для того, чтобы одолжить и брать у отца тысячи долларов, никогда ему не возвращает. And justified it because of what his dad did as a result of his sickness. Все это оправдывает тем, что это все виноват отец, то, что происходит с ним, это вина отца, что он это все сделал с ним в детстве. Он унижал своего отца перед теми, кто его мог слышать, чтобы никто вообще не общался с его отцом. Except the one sister. Единственное, кто остался, это сестра. Who kept going over to see him. Который все равно возвращался и общался с этим отцом. Мой Спенсилом осознал, что у него очень много девятки по отношению к своему отцу, возмещению ущерба. And isn't that odd? Не странно ли это? When he started the fourth step, he believed he owed no amends to his father, that his father owed all the amends. Когда он начинал четвертый шаг, он был уверен, что он не должен ничего своему отцу, что только отец должен ему. And now his world is starting to change. А сейчас его мир начинает меняться. His father lived in a little trailer out in the high desert in California. И отец жил в маленьком трейлере в пустыне. He went there to make amends. Он пошел туда, для того, чтобы сделать девятый шаг. For just what he had done. Просто за то, что он конкретно сделал неправильно по отношению к отцу. And forgiving his father for his sickness. Прощая своего отца за болезнь своего отца. He called me up from outside the trailer park. Но он позвонил мне, парк трейлеров. Он позвонил мне перед тем, как заехать. He was afraid. Он боялся. We talked some, and I said, I reminded him of what he was there to do. Мы поговорили, я ему напомнил то, ради чего он туда приехал. And I asked him to call me when he came out. Я попросил ему, чтобы он мне позвонил после того, как он выйдет от своего отца. He called me and he told me he went to the door of the trailer. Он сказал, что он позвонил мне, сказал, что он подошел к двери трейлера. And he was shaking inside, as if the monster of his childhood would answer the door. И он дрожал внутри себя, потому что если бы монстр из его детства находится внутри этого трейлера. And what answered the door was a little old, shaky old man. И то, что человек, который открыл дверь, это был старенький, дрожащий человек. Who lived in deep depression and loneliness. Который жил в глубокой депрессии и одиночестве. He told me at one point he was looking in his dad's eyes and he saw himself. В один момент я смотрел в глаза своего отца и увидел самого себя.
He started to tell his father how sorry he was that he hadn't been a very good son. Начал говорить своему отцу, как ему жаль, что он не был хорошим сыном. That he understood now that his dad couldn't help being the way he was any more than he could help being the way he was when he was at his worst. И он сказал, что я понимаю тебя, отец, что ты не мог по-другому себя вести, когда делал все эти ужасные вещи, точно так же, как и я не мог себя по-другому вести, когда делал все эти ужасные вещи в своей жизни такие же. And his father, he let his father know that he understood. Он позволил своему отцу узнать, что он понимает. And that he forgave him. И что он его прощает. And the dam broke. И дамба прорвалась. Inside his father was a yearning to make amends to the son, but he didn't have the tools to do it. Внутри этого отца было неистовое желание возместить ущерб, обсудить прощение своего сына, у него не было инструментов, как к этому прийти, как это сделать. When the son humbled himself enough and forgave his dad, когда сын достаточно смирился и смог простить своего отца, then his dad broke down and expressed how horrible he felt for all the years that he was drunk and all the years of abuse. То его это позволило смириться его отцу и позволить открыть дверь для того, чтобы отец мог попросить прощения за все ужасные вещи, которые он совершил по отношению к своему сыну. And my sponsee started to take care of his father. И мой спонсор начал заботиться о своем отце. He used all the money he'd borrowed from his father over the years to take care of him until his dad died. Он использовал все деньги, которые он брал у своего отца для того, чтобы заботиться о своем отце до того момента, как его отец умер. He lives in Texas today. Сегодня живет в Техасе. With a family and 5 children. В семье, и у него 5 детей. He is one of the best fathers I've ever seen. Он один из самых лучших отцов, которых я когда-либо видел. He says quite often that the greatest thing Alcoholics Anonymous gave him. Очень часто он говорит, что самая великая вещь, которую дали анонимные алкоголики, next to his sobriety, следующая после его трезвости, was that he got his daddy back. Это то, что его папочка к нему вернулся. See, he understood his dad. То, что произошло, он понял своего отца. Because he was his dad. Потому что он был своим отцом. 8 years of therapy couldn't do that for him. 8 лет терапии не смогли сделать это для него. The fourth step is designed to change my whole view of the world. Четвертый шаг создан для того, чтобы поменять все мое видение мира. When I did my first fourth step and I wrote the 40 pages of all my secrets and everything I was ashamed of. Первый раз, когда я делал четвертый шаг, написал все свои секреты, все, чего мне было стыдно в своей жизни. When I finished that fifth step, if you would have asked me what the exact nature of my wrongs was. Если после пятого шага, если в конце этого пятого сказали, какая природа моих заблуждений, истинная природа моих заблуждений, I would have told you about the immoral things I had done. Я бы вам сказал те плохие вещи, которые я сделал в своей жизни, the things I'd stolen, те вещи, которые я украл, the sex I was ashamed of, секс, за который мне было стыдно, and some of the people I'd hurt. И некоторых людей, которым я причинил вред. If you asked me what the exact nature of my wrongs were after doing it out of the big book, если вы спросили меня, какая истинная природа моих заблуждений после того, как я сделал четвертый шаг именно из синей книги, I would have told you that I was wrong about everything. Я бы вам сказал, что я был неправ по поводу всего. I was wrong about my sister. Я был неправ по поводу моей сестры. I was wrong about the women in my life. По поводу женщин в моей жизни. I was wrong about the employers. Я был неправ по поводу работодателей. I was wrong about my mother and father. Я был неправ по поводу моей отца и мать. I was even wrong about the police. Я даже был неправ по отношению к полиции. That I was just wrong about everything. Я просто был неправ по отношению ко всему. If you're new and you haven't done the steps yet, если вы еще новички, вы еще не сделали шаги, and you can't stand being wrong, и вы не можете, просто вас бесит быть неправым, this may be a bit uncomfortable. Это может вам малеха не понравиться. But you have to decide. Но вам нужно принять решение. Do you want to be right? Вы хотите быть правы всегда? Or do you want to be free? Или вы хотите быть свободными? The choice is yours. Выбор за вами.
And those of us that are lucky, we choose freedom. Некоторые из нас, которым повезло, мы выбираем быть свободными. And become willing to entertain the possibility that maybe we're wrong. И быть вообще готовыми хотя бы смотреть на ту идею, что мы не правы. One of my friends says something that's very interesting. Один из моих друзей говорит очень одну интересную вещь. He says that people say you cannot change the past. Люди говорят, что ты не можешь изменить прошлое. He says, I don't believe that. Я не верю в это. He said, I worked the steps of Alcoholics Anonymous, and today I have a different childhood than I had before I worked the steps. Говорит, я работаю в программе анонимных алкоголиков, и в процессе выполнения программы на сегодняшний день у меня абсолютно другое детство, которое у меня было до того, как я делал шаги. And that is my experience. Это мой опыт тоже. I stopped judging my parents and I began to love them. Я перестал осуждать и судить своих родителей, а начал их любить. I got the privilege of making amends to them for all the things I'd done to hurt them. Была привилегия попросить прощения перед своими родителями за все ужасные вещи, которые я сделал. And then right down the line through all the 8-step list. И сделать это все по отношению ко всем людям, которые у меня были в 8-м шаге. I'll give you one more example of this before we break. Я вам расскажу еще один пример перед тем, как у нас будет перерыв. You know, I think some of us do this work because we want to be sober and we want to be free. Я думаю, некоторые из нас делают эту работу по шагам для того, чтобы мы хотим быть трезвыми, мы хотим быть свободными. But we don't realize that we're building a weapon. Но мы не осознаем, что мы на самом деле строим оружие, создаем оружие. That will come a day where if it's not built, you will not survive. Оружие, что если мы его все-таки не достроим, это оружие мы в конце концов не сможем выжить. When I was in my 11th year of sobriety, когда мне было 11 лет трезвости, I went through one of the toughest periods in my sobriety. Я прошел через один из самых тяжелых периодов моей трезвости. I've been married for 4.5 years. Я был женат 4,5 года. In a 6-year relationship. В отношениях, которые длились уже 6 лет. I had a 2-year-old daughter who just stole my heart. У меня была девочка 2 годика, которая украла мое сердце. And my wife came to me and she wanted a divorce. И моя жена пришла ко мне и сказала, что она хочет развестись. I'm so self-centered that I didn't even know there was a problem. Я такой степени зациклен на себе, что я даже не знал, что какая-то проблема у нас есть. I thought since I feel I'm comfortable, everybody must be comfortable. Я думал, что если я себя комфортабельно чувствую, значит и все себя комфортабельно чувствуют. And so I talked my wife into postponing the divorce and trying some marriage counseling. Я убедил свою жену, попросил свою жену, что давай сразу не будем разводиться, давай пойдем к психологам. My sponsor had retired and he was traveling around the country. Мой спонсор вышел на пенсию, он путешествовал по всей стране. He had no cell phone. И у нас в то время не было мобильных телефонов. So I would hear from him maybe every 2 weeks. Я слышал своего спонсора раз в 2 недели. And I'm going through a very, very tough time with this divorce. Я иду просто через очень сложный период своей жизни, через развод. I had one sponsee that I was a little closer to than the rest. У меня был один спонсор, с которым я был более близок, чем по отношению к другим спонсорам. And so I used him as my confidant for all these problems. Я использовал моего этого спонсора как человека, которому я все рассказывал по поводу этой ситуации. One day my wife comes to me and she said, I don't want to do any more counseling, I just want the divorce. Один прекрасный момент жена моя пришла и сказала, я больше не хочу никаких психологов, я просто хочу развод. Las Vegas is an unusual city. Лас-Вегас очень необычный город. You can get a divorce quick. Можешь развестись очень быстро. You're single before you know it. Ты уже одинокий, разведенный, еще даже не осознав этого. The day after the divorce is final. На следующий день после того, как развод был уже официальным. My ex-wife of one day. Моя бывшая жена с одним днем.
and my daughter и моя дочь move in with my sponsee. переезжают жить к моему спонсируемому этому. And I find out that they'd been sleeping together the whole last year of my marriage. И выясняется, что они спали с друг другом целый год моей супружеской жизни. Последний год моей супружеской жизни. Now, for 10 years, you've convinced me there's no such thing as a justifiable resentment. 10 лет вы мне объясняли, что нет такого понятия, как оправданная злоба. I have one now. Но вот теперь у меня есть одна. And I started to get really sick. И я начал становиться очень больным. It consumed my mind. Это просто заполонило мой разум. With thoughts of violence. С мыслями о жестокости. With anger. Злобы. At one point, I was sponsoring a gentleman who owned one of the bigger casinos in Las Vegas. Я в одно время спонсировал одного мужчину, который был одно из самых больших казино в городе. His family had a guy who was a contract killer. В семье был мужчина, который работал по контракту и убивал людей. At one point, I arranged to meet with him. Одно время я договорился для того, чтобы встретиться с этим человеком. I'm not proud of that, but I'm grateful I didn't go through with it. Я не горжусь этим, но я очень рад, что я не продолжу эту историю. The resentment was driving me insane. Эта злоба меня просто в сумасшествие приводила. I had taken so many people through this process and the steps that I knew the answer was there. Я провел столько людей через этот процесс, что я знал, что ответ на самом деле у нас находится в этой книге. So I went back and I followed the procedure in the book with both of their names in column number 1. Я вернулся к этой книге и начал строчка за строчкой идти по этому процессу по отношению к обоим их к жене, так понимаю, этому человеку. In column number 2, I put the reasons. Во второй колонке я написал причины. The infidelity, the cheating, the lies. Измену и все вранье, которое. In column number 3, I put what was effective. В третьей колонке написал, что меня задело. My pride. Моя гордыня. My sex. Моя сексуальная жизнь. My security. Мое чувство безопасности. My ambitions. Мои амбиции. Everything. Все. And then the book tells me that I have to be prepared to look at this from an entirely different angle. А потом книга говорит, что мне нужно быть готовым посмотреть на это все абсолютно с другой точки зрения. To get off the prosecutor's bench. Слезть отойти с места прокурора, который обвиняет всех. And to walk across the courtroom. Перейти на другую сторону судебной комнаты. To start discussing what happened from their point of view. И начать обсуждать и смотреть с их точки зрения, что на самом деле произошло. To other-center myself enough. Для того, чтобы достаточно сфокусироваться на других людей. To put myself in their place so that I could understand what happened. Поставить себя на их место для того, чтобы как-то понять, что вообще случилось с их точки зрения. When I put myself in the place of my ex-wife. Когда я поставил себя на место своей бывшей жены, I was amazed at what I saw. Я изумился то, что я увидел. I had been very dishonest with myself about being a good husband. Я был очень нечестен сам с собой по поводу того, что я был очень хорошим мужем. Because I was a good provider and I never cheated on her. Потому что я считал, что я достаточно приношу денег в дом, и я ей не изменяю. When I looked at it through her eyes, когда я посмотрел через ее глаза, I realized that she was married to a guy who worked 70 or 80 hours a week. Я осознал, что она замужем за человеком, который работает 70-80 часов в неделю. Who had a big life in AA with a lot of commitments and sponsees. У которого огромная жизнь в анонимных алкоголиках, с морем спонсируемых и куча служений. And she was actually married to a guy that just wasn't there very much. И она замужем за человека, который практически никогда его не было. She did not have a career. У нее не было карьеры. And she did not have AA to fill the vacancies in her life. И у нее не было AA для того, чтобы заполнить эту пустоту в ее жизни. She turned exclusively to the marriage. У нее все, что у нее было, она фокусировалась на супружеской жизни. And after a while she was married to a guy who was pretty much gone. И после определенного времени она была замужем за человека, которого практически его просто не было. And I started to get a sense of the loneliness and desolation that she must have felt. Я начал принимать то одиночество, которое у нее было в сердце.
And knowing what I knew about her in her childhood, и зная ее и то, что у нее было, зная ее в детстве, I knew that she was incapable of expressing that to me. я знал, что она не способна это мне рассказать, поделиться этим. So she just got more and more distraught until it drove her to have an affair. Я понимал, что она в этом одиночестве, она ей становилось все хуже и хуже и хуже, что заставило ее пойти в эту измену. At one point in this realization process, putting myself in her place, одним из этих моментов, когда я пытался поставить себя на ее место, I could see clearly how if I felt what she had felt, I would have done what she had done. Я четко увидел, что если бы я был на ее месте, я чувствовал и переживал то, что она переживала, я бы поступил точно так же, как она. And I would have felt terrible about it. Я бы ужасно себя чувствовал по этому поводу, сделав это. And Karen felt terrible about it. И Karen, я так понимаю, его жена, она ужасно об этом. It was against all her principles and morals. Это было против всех ее принципов и моральных устоев. She was not that type of woman by nature. Она по природе своей не человек, который изменяет. And I started to see how my selfishness and self-centeredness drove her. Я начал видеть, как мой эгоизм, моя зацикленность на себе просто своим действием заставлял ее двигаться в этом направлении. Prior to the fourth step, до того, как я сделал четвертый шаг, the book says that sometimes people will hurt us. Книга говорит, что иногда люди будут нам причинять боль. Seemingly without provocation or reason. Такое ощущение, что мы вообще не при делах. But we will invariably discover. Но мы в конце концов увидим всегда, that we have made decisions based on self. Что мы сделали решения, основанные на своем собственном эгоизме. Which placed us in that position to be hurt. Которые нас поставили в ту позицию, чтобы нам причинили боль и вред. And I started to realize that my own selfishness and being consumed with my life excluded her and put her into that loneliness. Я начал осознавать, что мой эгоизм, моя зацикленность на себе привели к тому, что она оказалась в этой ситуации в жизни, и я сам себя поставил в то состояние, чтобы мне была причинена боль. I went to her and to make an amends. Я пошел к ней для того, чтобы делать девятый шаг, возместить ущерб. For several things. За несколько вещей возмещать ущерб. One, as I went around AA talking bad about her. Первое за то, что я плохо не говорил в сообществе. I deluded myself that I needed to talk about my feelings. Я себя достаточно обдурил, я думал, что мне нужно ходить и рассказывать всем о своих чувствах. Not really. Неправда. I just wanted everybody else to hate her too. Все, что я хотел, чтобы все ее ненавидели точно так же, как и я. And I had hurt her. Я причинил ей боль этим. And I realized that I'd been a terrible husband. Я осознал, что я был ужасным мужем. And I went to her and made amends. And when I was telling her how sorry I was, я пошел к ней сделать девятый шаг и просил прощения за как мне жаль за все, что я сделал по отношению к ней. How sorry I was that I was so wrapped up in me that I never understood her. Что я так был зациклен на себе, что я никогда не мог понимать, что происходит с ней. And that I knew that if I'd been less selfish, she wouldn't have been driven to do what she did. Я знаю, что если бы я не был таким эгоистом, она никогда не сделала то, что она сделала. And she started to cry. И она начала плакать. Because I think all she ever wanted me to do was understand. Потому что я думаю, все, что она хотела, чтобы я когда-либо сделал, это просто понял. And she understood that I really did understand, and I forgave her. Она поняла, что я действительно понял, и я ее простил. And we are very good friends today. И сегодня мы очень хорошие друзья. She's no longer in AA. Она не в анонимных алкоголиках. I don't think she ever was an alcoholic. Я не думаю, что она вообще когда-то была алкоголиком. She's involved with a church. Она вовлечена с церковью. She's a minister. Она служитель в церкви. And I figure in my small way I drove her to God. Я думаю, что в какой-то маленькой степени я ее заставил к Богу приблизиться. That's okay. My second wife ended up in prison. There's balance in the universe. Не переживайте, моя вторая жена оказалась в тюрьме, поэтому это какой-то баланс.
And then I had to look at him. И потом мне нужно было посмотреть на него. And he was easier actually. И с ним было все просто. Because he's a guy. Потому что он пацан. And I know guys can have good intentions, but if they get in the wrong position with a woman. Я знаю, что у мужчин у них очень хорошая мотивация, но если они в неправильном относительно женщины находятся, that the women have all the power. То у женщин у них вся власть. They just delude us to think we do. Женщина просто нас как бы позволяет нам думать, что мы типа во власти. So I know никакой власти нету. I know what happened. Я знаю, что произошло. Because it's happened to me. Потому что это происходило со мной. If I've learned anything, I've learned to protect myself from myself. То, что я выучил, что мне нужно защищать самого себя от самого себя. Not to put myself in positions where I'm capable of doing something I may not like myself for later. Не позволять себе находиться в ситуациях, которые меня приведут к тому действиям, за которые мне будет стыдно и которые я не хочу. When he first got sober, he was very lonely. Когда он сначала протрезвел, он был очень одиноким. He could not get a girlfriend. Он не мог найти себе девушку. He said to me one day. Он сказал однажды. If I could just have what you have with Karen one day. Он сказал, если бы я мог иметь то, что у тебя с Karen. I didn't know he meant specifically. Я не знал, что он имел в виду в буквальном смысле слова. I thought he meant the general. Я думал, он в общем говорит. So I understood what happened, and I went to him, and I also made amends Я понимал, что произошло, я пошел и сделал. For my hostility. Попросил прощения за свою жестокость и оскорбление его сообщества. Because I tried to hurt him. Я хотел причинить ему боль и его репутацию. And he didn't do anything that I wasn't capable of doing if I had been exactly in the spot he was in. Он не делал ничего такого, что я бы сам не сделал, если бы я был на его месте. I've sponsored him now for a long time. Я его спонсирую уже очень много лет. Several weeks ago, we were at a huge AA convention. There was over 1,000 people, and we were going through the big book together. И несколько недель назад мы были на огромной конвенции, где 1000 людей, мы как бы шли по книге. Where I would talk for a half hour, and then he would talk for a half hour. Конвенция, которую я как бы говорил полчаса, потом он говорит полчаса. I was telling the story that I just told you. Я рассказывал историю, которую я сейчас вам рассказывал. No one in the room knew that he was the guy I was talking about. Никто в комнате не знал, что я говорю о человеке, который сидит рядом со мной. And so when I finished and it was time for him to talk, когда я закончил это и было его время говорить, I said, now I'd like you to hear from the guy I was just talking about. А теперь я хочу, чтобы вы послушали от мужчины, о котором я только что рассказывал. What happened in the room was beautiful. То, что произошло в комнате, это было прекрасно. And it was people really, and they had seen us the whole day. И они видели нас вообще целый день, как мы общаемся. And there's an old saying that a picture is worth 1,000 words. Есть одно слово, что лучше увидеть, чем 100 раз услышать. And it was a beautiful demonstration. Это была очень красивая демонстрация анонимных алкоголиков. Because it's real. Потому что это по-настоящему. I will see him at my home group when I get home. Я увижу его на своей домашней группе, когда я сейчас вернусь домой. He's an integral part of my group. Он очень важная часть моей домашней группы. I've gotten several messages from him since I've been here. Я получил несколько сообщений, пока я был здесь, в России. Her and I are very close. И я с ней, у нас очень хорошие отношения, близкие. With much respect for each other. С уважением по отношению друг к другу. Who would imagine that was possible? Кто бы мог вообще подумать, что такое вообще возможно? There's a power in Alcoholics Anonymous, the power for redemption. В анонимных алкоголиках есть сила для того, чтобы восстановить. Let's take a break. Давайте сделаем перерыв. И начнем в 7:30. Стоп. Момент.